Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем путешествовать по темному миру тумана и нести за собой свет, добро и пытаться помочь всем, кому только можно. Ну и узнать вообще о своем прошлом, потому что до сих пор мы нормально не знаем, кто мы. Мы узнали только от проповедника, что мы дитя света. Ну как дитя света, мы просто именно какое-то непонятное существо, которое является из ниоткуда является, и либо вершит добро, помогает всех, лечит и несет за собой целебный туман. А иногда приходит зло, именно творит зло, убивает всех, кого можно, громит все и несет за собой уже смертельный туман с непонятно чем. Пока что информации маловато. О прошлом мы точно не знаем вообще ни черта. Так, да. Ну давайте дальше продолжим. Кстати, дайте верну. Чуть-чуть. Железный мусор по центральной городской дороге шествует молчаливая процессия шаманов и приезжих купцов. Куда они направляются? Тихо, 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 тихо. Ты чего? Аккуратно. Да. Так, все. Скриншотик есть. Теперь давайте дальше, вперед погнали. Мы посмотрели, что там происходит. Давай. Мальчик хватает меня за руку и тянет к молчаливой процессии, шествующей по главной дороге. Все приезжие торговцы должны сделать дар богам, тараторит он заученными фразами. Иначе слуги чумного бога не продадут свое железо. Так установлено годами. И никто не вправе нарушать древний обычай. Его яркие голубые глаза маслянисто поблескивают. Кожа неестественно бледна. Щеки впали. Ой-ой-ой. Только представляю. Руки и ноги напоминают тонкие прутики. Даже накинутая дерюга и белые шаровары не способны это скрыть. Не по годам сгорбленный, точно старик. Во взгляде молчаливая боль и тоска. Маленький взрослый, у которого детство так и не наступило. «Дяденька, идемте!» Он тянет меня за рукав. Посмотреть на процессию. Я смотрю на процессию. Во главе шествует шаман. Одеяние у него странное. Кожаная накидка, щетинисто-металлическими углами разных размеров и форм. Кожаная накидка щетинится металлическими углами разных размеров и форм. На голове поблескивает начищенный маслом стальной череп птицы с длинным загнанным клювом. И при каждом шаге это все звенит и скрежещет. С пальцев капает кровь, оставляя позади на снегу маленькие алые дорожки. Справа от шамана идет, видимо, его помощник. Худощавый паренек в красной мантии. На шее висит огромный круглый медальон. Голова забинтована. Остается догадываться, как бедняга что-то видит. В нескольких шагах от них ступают приезжие торговцы. «Обряд проходит только раз в 10 дней», — говорит мальчик. «Неужели вы будете так долго ждать? Я повторяю, железо вам не дадут без преклонения чумному богу». Ну давайте пойдем. Хотя, можно сказать правду. Мы не торговец. Сказать, что вы не торговец. Хочу сказать, что я не торговец, но передумываю. Процессия меня заинтриговывает. Вливаюсь в толпу торговцев. Все идут в абсолютной тишине, нарушаемой лишь скрежетом снега и тяжелым дыханием. Лица у многих скучающие, видно, уже не в первый раз проходят обряд действа, давным-давно превратилось в рутину. Так, давайте продолжим, все, теперь уже можно нормально идти. Все идут в абсолютной тишине, нарушаемой лишь скрипом снега и тяжелым дыханием. Лица у многих скучающие. Видно,
Уже, уже не в первый раз проходит обряд. Действо давным-давно превратилось в рутину. Только у двоих молодых купцов в дорогих одеждах испуганные взгляды. Редкие прохожие, в основном старухи и безразмерных, в безразмерных тулупах, да бабы ос- с оспинами на щеках бросают нам вслед короткие ритуальные фразы. Из язв рождается истина, пусть ведет через страдания. Спасется тот, кто преклонит колени, да светится имя Бога чумного. Ядрить-мадрить. Это что такое за хаос, блин? Что-то Вархаммер напоминает с этими товарищем Нургалом, который заставляет там всякие, который там всех награждает всякими этими гадкими всякими вещами, теми же самыми гнилостыми пузырями и тем остальным. Запомнить слова молитвы. Я запоминаю слова молитвы, мало ли пригодится в будущем. Процессия выходит в сторону гигантской мусорной горы, состоящей из металлических обломков. В ночное небо тянутся остовы механизмов прошлых времен, механизмов, созданных еще до первых катаклизмов. Под снегом погребены крылья стальных птиц, хвосты циклопических стрел и железная плоть неизвестных мне существ. Блин, получается, мы в современности, в мире были самолеты и все остальное, но теперь мы скатились к какому-то средневековью. Рядом с этими огромными останками былого величия толпа выглядит жалкими букашками. Шаман ведет нас в черный зев горы. Тьма все ближе, расширяется, заполняя весь мир. Мое нутро бунтует, требует, чтобы я отказался от участия в странном обряде. Развернулся и ушел. Словно ощущая мой страх, торговцы плотно обступают меня, не давая ни единого шанса уйти. Мрак сжирает нас, и в стенах среди мусора загораются тысячи огоньков. У меня замирает сердце, настолько все это выглядит завораживающе. Процессия продолжает движение в глотке горы. По петлям, тьфу, мы петляем по широкому извилистому коридору, извивающемуся коридору, не покидает ощущение, будто за нами кто-то следит. Когда боковым зрением вижу движение, я поворачиваю голову и вглядываюсь в стену, ничего. Лишь изредка, провожая нас, огоньки летят среди ржавых пружин, старых шестеренок и прочего мусора. В толпе прокатываются шепотки. Шаман, его помощник и идущие позади них мальчик едва слышно бормоча молитвы, поднимают руки высоко над головой. Я ощущаю нечто гнетущее, разлитое в воздухе. Коридор выводит нас в просторный широкий зал. Потолки находятся так высоко, что утопают во тьме. Рядом с массивным алтарем стоят статуи, странные, пугающие и сводящие с ума. Словно гигантам удалось вылезти из земли по пояс, и тогда произошло что-то страшное. Их кожа оплавилась, стекла черными... Тьфу, подождите. Их кожа оплавилась, стекла черными стеклоклитами, а головы превратились в большие бесформенные комки плоти. Мышцы рук до сих пор напряжены, пальцы впиваются в землю. Торговцы останавливаются, сосредоточиться на обряде. Я сосредотачиваюсь на обряде. Шаман поднимается на алтарь. Кровь по-прежнему капает с его ладони. Миру явлено знамение. Старуха боли заплакала черными слезами.
говорит он. Голос у него сухой и безжизненный. И потому наступило время обряда. Боги стряхнули грязь со своих век и распахнули воспаленные глаза. Теперь они способны видеть и отдавать. Вслушайтесь, здесь, в этом священном месте, их присутствие ощущается особо остро. Вдали воет мясной бок, из его рта с щавканьем вываливаются куски непрожеванного мяса. Красная птица кричит в небесах, там, где плотные облака качают ее. Я не понимаю половину его слов. Слушать дальше. Продолжаю слушать шамана дальше. Предначертанное богами не изменить. Никто не вправе переписать свою судьбу. Будь то герой или простые смертные. И не стоит забывать, что рано или поздно в небесах покажется алый шар и спалит все живое. Люди не нужны богам. Что могут дать те, кто состоят из бремной плоти? Из бренной плоти. До ушей доносится, как в стенах среди металлолома и артефактов прошлого что-то ворочается, ухает, булькает. Все, что мы можем, умолять о быстрой и безболезненной смерти, продолжает шаман. Сегодня мы пришли сюда, в эту обитель Божьих даров, чтобы с ползновения высших забрать нужное нам. Чтобы переплавить в оружие, которое в конечном счете лишит жизни людское создание, а значит подарит нашим богам радость. Слева от алтаря в темном проеме появляется сгорбленная фигура, в спине которой которая вчетверо больше ее. Башней возвышается заплечная сумка. Слейтесь с этим местом, забудьте свое прошлое, настоящее и будущее. Теперь вы ничто. Песчинка между пальцами высших. И вслушайтесь, воет плешивый пес. Чумной бог вскрывает свои бубоны. Старуха боли плачет чернильными слезами. Где-то далеко поднимается раскаленный алый шар, который в конце времен спалит все живое. Боги здесь, они наблюдают. Начнем обряд. Помощник шамана кладет ладонь на плечо худому мальчишке, что тащил меня к процессии. Контролировать волнение. Я предчувствую нехорошее, пытаюсь контролировать волнение. Разжимаю кулаки, глубоко дышу. Торговцы встраиваются в шеренгу по одному. Я оказываюсь третьим по счету. Забинтованный ведет юнца к алтарю, снимает с него дерюгу и рубаху. Тот садится на колени и подставляя купцам спину в шрамах. Фигура с гигантской заплеченной сумкой Вот черт. Блин, я пропустил часть обряда. Вот черт. Я часть обряда пропустил. Ой, боже. Ну ладно, объясню хотя бы вкратце. Короче говоря, мы встретили отряд шаманов, и, как мы поняли, это и нас вели в странную металлическую пещеру с кучей деталей странных, именно странных машин, которые были еще, думаю, до первых катаклизмов. И нас заставили участвовать в ритуале. И, как я понял, тут нужно либо ты откупаешься и не причиняешь боль мальцу, или пускаешь ему кровь и тебя отпускают. По-другому никак. Ну а сейчас мы попытались сделать по-другому и решили помочь мальцу и не бить его, и не пускать ему кровь. Вот. Нет, я не причиню ему вреда. Необходимо прекратить этот бессмысленный обряд. Расправляю плечи, прежде чем забинтованный успевает спохватиться, подскакиваю к шаману.
Мои пальцы касаются его татуированной щеки, будто миллионы игл разом впиваются в кожу. Стон рвется из губ. Реальность искажается, искривляется, рассыпается и сгорает в огне боли. Чужие воспоминания проникают в мой мозг, снося все преграды. Я больше не чувствую тела, лишаясь своей самости. Сопротивляться бесполезно. Сила, живущая глубоко внутри меня, пробудилась. Шаман открывается мне. Его ярость, страх обжигают мою душу. Прожитые годы пролетают с умопомрачительной скоростью. Я знаю о нем все, какую еду предпочитает, сколько раз в день молится и истязает себя плетью. Вижу его первую любовь. Нет, такое в будущем маловероятно искать среди детских воспоминаний. Забираюсь в детские воспоминания. Вот нужное. Такое может быть только в детстве. Он стоит на коленях и трясется. Предательские слезы стекают по щекам, оставляя после себя влажные дорожки. Спину жжет от ударов плетью. Радует лишь, что страдает не он один. Остальные 4 мальчишек также хнычут и вздрагивают, когда кожаные пластки кусают тело. Он немного успокаивается. Обещает себе, вот вырастет, обязательно отомстит и убежит далеко-далеко. Может, даже найдет маму или папу. Они наверняка его ждут. Служка с забинтованным лицом собирает кровь с их спин в кубки, а затем ставит перед ней. Сгорбленная фигура с огромной запечатанной сумкой выходит из тени в свет миллионов огоньков, что горят в мусорных стенах. Каждый раз он содрогается при одном ее виде. Старая холщавая одежда с зияющими тут и там дырами. Из широких рукавов торчат неестественно длинные пальцы, оканчивающиеся загнутыми когтями. Кожа коричневая с черными пятнами, как у мертвеца. Ноги у фигуры тонкие, точно у мальчишки. Взгляд падает на низко подвинутый капюшон. Поначалу лицо скрывается в сумраке, но оно вдруг странно подсвечивается, оголяя все секреты. Блестящие кошачьи глаза, длинное вытянутое лицо, обезображенное глубокими, как ущелья, морщинами. Ой, извиняюсь, чихнул чуток. Синие губы старухи вытягиваются в подобие улыбки. «Старая карга подготовит вас к жизни, мои сладенькие», — говорит она. «Но сначала боги должны напиться». С этими словами поднимает один из кубков и выливает на стальной лист. Ни одна капля крови не стекает на землю. Все впитывает металл. Он мысленно говорит себе: «Отомщу, отомщу, отомщу за боль, за страдания, за голод». Отрываясь от чужого воспоминания, я разрушаю ментальные блоки и кричу: «Отпусти мальчишку! Отпусти мальчишку!» Не сразу понимаю, что вернулся в зал, окруженный мусорными стенами. На алтаре потрескивает пламя черных свечей. Пахнет чем-то кислым. Я мотаю головой, приходя в себя. В плечи впиваются пальцы забинтованного. «А ну, встань на место, идиот!» — кричит он. «А ну, встань на место, идиот!» — кричит он. Торговцы, непонимающие, переглядываются. Я возвращаюсь к стоящему на коленях мальчишке. Взгляд падает на черный проход. Сгорбленной старухи со странными глазами там нет. «Монеты или кровь?» — требует забинтованный. «Быстрее!» «Нет!» — шаман вскидывает окровавленную руку. Впервые в его голосе сквозят эмоции. Он нервно трет глаза и бросает: «Обряда не будет!» Помощник поворачивается к нему. «Обряда не будет», — повторяет шаман. «Этот мальчишка не подходит богам». В зале раздаются непонимающие шепотки. Торговцы начинают возмущаться. «Вы можете забрать столько металла
За сколько сможете заплатить? Эти слова успокаивают всех. Хмыкнув, один из купцов направляется вглубь темного прохода, где стояла сгорбленная фигура. Посмотреть на шамана. Я смотрю на растерянного шамана. Он опирается руками на алтарь и тяжело дышит. Из глаз текут слезы, плечи поникли. Забинтованный крутится вокруг него, задает вопросы, но тот находится так глубоко в себе, что ничего не слышит. Дождавшись, когда все купцы скрылись в проходе, я иду туда один, в одиночестве и тишине. Можно было бы, конечно, вернуться тем путем, каким пришел сюда, но не уверен, что не заблужусь. Здесь же меня ведет чутье. Коридор сужается, мне приходится идти чуть ли не боком. Справа возникает широкий ярко освещенный проход, ведущий в пространственное помещение. В просторное помещение, тьфу ты, блин, пространственное. Там я замечаю всех торговцев. Они переговариваются друг с другом и рассматривают железные горы мусора. Вид у них деловой. Я же иду дальше, уверенный, что рано или поздно доберусь до выхода. И действительно, впереди увеличивается круг света. Можно разглядеть улицы и падающий снег. Оборачиваюсь и вижу в проходе силуэт сгорбленной старухи. Неожиданно для себя из груди вырывается смех. Чувствую себя всесильным и ухожу, уверенный, что здешние обитатели мне ничего не сделают. Но я засмеялся в лицо этой старухи. Победа? Знаете, даже хорошо, что мы так сделали. Она заслужила это. Собака. Мне нужно уйти из Назарета. Городские ворота. О, это будет в следующей уже серии. Нормально так. Уходим где-то по 20 минут каждая серия. Нормально будет. Каждая глава будет. Одна глава, одна серия. Продолжим уже в следующей части. Довольно жестко, конечно, поступают, блин. С этим... Просто какой-то... Это ад. Это самый настоящий ад. Теперь я понимаю, почему этот... как это можно назвать? Старец именно так сильно обрадовался, когда узнал, что мы Дитя Света. Так обрадовался. Конечно, блин, единственный лучик света, который пытается всем помочь. Эх, ладно. Посмотрим, что будет дальше уже в следующей серии. Простите Простите за... Да что ж такое? Простите за запинание меня. Ой. Я прям, так скажем, сильно не выспался. Во-вторых, у меня в пути куча дел будет. У меня сейчас там уроки, все остальное. Из-за этого я такой неспокойный. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите предложения новых игр. Буду рад у вас услышать от вас, какие игры вы бы хотели увидеть бы. Ну или предлагайте игры. Будет очень полезно, так как пока что у меня нет возможности записывать нормальные видеоролики. Предлагайте именно свои варианты, как можно улучшить контент, именно буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки, буду рад вас там видеть. И, разумеется, не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео знаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.